Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня буду шить наволочку декоративную, интерьерную. И вот выбрала ткани. Одна у меня вот из кусочков хлопковая, темно-серая, льняная и кружева. В принципе, вот даже в таком виде уже будет симпатично. Но я решила все-таки вот эту темно-серую часть вышить, сделать вышивку. Я показала карандаш, у меня многие спрашивают, что это за карандаш, которым я рисую. Это мелковый карандаш, я его покупаю вот через дорогу, у меня магазин для рукоделия. Но так как спрашивали уже многие, и в комментариях люди отвечали, что такие карандаши можно заказать на Алиэкспресс, там на нем никаких знаков, никаких фирм не написано, только какие-то иероглифы, может быть там это и фирма, не знаю. Но вот китайский карандаш ищите на всех площадках, где только продается вот такого плана что-то. По поводу рисунка этого, я этот рисунок просто увидела в интернете, мне он понравился, поэтому я просто перерисовываю. Я ничего из головы не придумывала в этот раз, просто нашла понравившуюся картинку и ее перерисовала. Искала самый простой вариант розочки, чтобы она и узнаваема была, и при этом ее несложно было перерисовать. Еще меня часто спрашивают по поводу ниток, которыми я вышиваю. Я в основном вышиваю нитками Коко, но в этот раз я решила взять потолще. Это называется Лилу. Они тоже вязальные, хлопковые, как и Коко, которыми я обычно вышиваю. Мне почему-то показалось, что мне нужно вот потолще. На более толстых нитках вот эти узелки, которые я буду делать, они лучше получаются, такие более объемные. И для показа, для того, чтобы показать вот стежок на толстых нитках, как-то мне показалось, что это будет удобнее. Вот этот шов, которым я вышиваю, он называется полистрина. И он относится к узелковым швам. Очень интересный, мне он очень понравился, у него очень много вариаций. И я вам сегодня о них о всех расскажу. Я специально не комментирую то, что происходит на экране, потому что вы это и сами видите. Единственное, я могу сказать, что вот когда мы затягиваем вот этот вот узелочек, когда мы до него доходим, мы сильно его не затягиваем. Прямо очень нежно и бережно, практически, можно сказать, не до конца, без фанатизма, как говорится, потому что сильно его затягивать не надо. Он такой будет тогда воздушный, объемный, и при этом он все равно будет узелочком. Этот декоративный шов назван по названию деревни в Италии, в которой считается, что придумали этот стежок, этот шов итальянские вышивальщицы. За это им респект и уважуха. Мне он очень понравился. Видите, я, когда дошла до угла, где мне надо поворачивать, я его здесь вот заканчиваю в том направлении, нитка как шла, так она у меня и уходит внутрь полотна. А мне надо продолжить в правую сторону, и я справа и вывожу опять иголку, и уже опять начинаю, как будто ничего и не было. Таким образом, получается очень хорошо сменить направление и при этом ничего не испортить внешний вид вышивки. Вот так вот выглядит с обратной стороны, с изнаночной. Помните, я вам сказала, что мне показалось, что будет очень хорошо с толстыми нитками? На самом деле показалось. Я все-таки решила все выпороть, пока я много не навышивала, и все-таки использовать свои любимые нитки Коко. Видите, вот разница в толщине. Сверху эти Лилу, снизу Коко. Все-таки очень агрессивно выглядел этот шов. А кроме того, я решила все-таки уменьшить расстояние между стежками. Помните, я в прошлом видео показывала вам вышивку, вот эту вот, посмотрите, вот я делала голубыми нитками, тоже этот шов полистрина. Кто не смотрел это видео, посмотрите обязательно, очень симпатичная наволочка получилась. Здесь у меня стежки вот получаются на таком расстоянии, как ширина самого стежка. То есть я прямо практически без отступов их делала сплошняком. И получилось очень симпатично, как веревочка такая. Кроме того, есть еще один вариант этого шва полистрина, когда мы вот длину ножки меняем. Вот я сейчас делаю в правую сторону, удлиняю эту ножку. При этом
совершенно, ну, делаем все те же самые движения, только вот величину вот этой ножки с правой стороны увеличиваем. Если вы потренируетесь немножко с этим швом, у вас прям вот будет очень хорошо получаться, независимо от того, в какую сторону и что. Но зато вариантов при этом у вас использования этого шва будет гораздо больше. Вот сейчас я делаю уже ножку в левую сторону длиннее, чем в правую. Самое главное вот изучить тут 3 движения всего в этом стежке и довести их до автоматизма. И в этом случае вы тогда уже будете понимать, где, как вам сделать, где использовать один вариант стежка, где другой, где подлиннее ножки эти делать, в какую сторону. Поймать ритм, благодаря которому расстояние между стежками в зависимости от толщины нитки будет оптимальным. А я тем временем уже закончила свою вышивку и по советам знатоков в комментариях глажу вышивку с изнанки. Мне написали девочки, что надо гладить с изнанки, чтобы не приминалось ничего, не приплющивалось. И выглядела вышивка всегда хорошо. Я здесь еще сделала французские узелки в центре розочки, чтобы немножечко это было симпатичнее. Вот так выглядит. По-моему, очень хорошо получилось и очень необычно. А ведь всего один стежок использовался. Мне очень нравится, как получилось, но это еще не все. Я ведь еще наволочку собираюсь из этого делать. В принципе, любым стежком, который вы хорошо знаете, у вас получается, можно сделать такого плана вышивку, но мне очень понравилось именно с этим стежком полистрина. Прежде чем наволочку шить, я решила, так как это лен, я решила его все-таки более стабильным сделать, но и заодно скрыть узелки вышивки. Поэтому я приклеила флизелин. И посмотрите, какая получилась красота после того, как я все сшила. Я не стала уже процесс шитья наволочки показывать. У меня уж столько я наволочек шила на камеру. Ну и как бы не самое сложное занятие. Надеюсь, что даже новички справятся. Это вот моему сыну очень понравилась эта вышивка, которую я показывала, вот эти стежки с ножками в разные стороны. Я вот использовала этот кусочек для запаха. Если обратили внимание, у меня тут разный белый цвет. Вот на кружевах и вот этой в цветочках ткани он такой немножко желтизной белый, а нитки прямо очень белые. Может быть, мне надо было выбрать прям не белые даже, а может быть серые, потому что у меня серый здесь цвет в цветочках есть. Но прям желтоватых белых у меня ниток не было. Поэтому ничего не смогла сделать. Но все равно все вместе смотрится, по-моему, очень симпатично. У меня тут еще вот то, что шов вот этот вот на этой цветной черно-белой ткани. Но я постаралась так, чтобы рисунок более-менее совпадал, чтобы не очень-то этот шов бросался в глаза. Короче, мне нравится очень. Если вам тоже нравится, ставьте лайк, пишите комментарии. Если вы еще не подписаны на мой канал, конечно же, подпишитесь. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.